Всем привет, меня зовут Кичугин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура и ландшафтный архитектурный скетчинг и скетчинг в путешествиях. Вот такие вот истории делаю я. Рисую пером и тушью. Если вам интересно получить такой же эффект, то берите листик, бумажку и рисуйте одновременно со мной. И плюс смотрите, чекайте в описании к видео много ссылок на различные плейлисты, где я рисую, Италию, ландшафтный скетчинг, архитектурный проектный скетчинг, много-много всего интересного. Я думаю, каждый может подобрать себе что-нибудь такое полезное. Берите видео и повторяйте вместе со мной. Это прекрасный способ научиться, рисовать типа таким образом. И начинаю рисование вот этой вот структуры. Это церковь, деревянная церковь. Начинаю рисовать ее с того, что рисую общую большую форму. И в первую очередь обращаю внимание на пропорции. Вот это вот то, что мы увидим в финале. Если вы пойдете моим путем, то плюс-минус вот такая вот зарисовка у вас получится. Когда у меня есть уже основные элементы вот этого храма, я могу примерно прикидывать и корректировать всю эту ситуацию. Тут я немножко ошибся с пропорциями, и я пытаюсь это все исправить. Вы можете посмотреть и увидеть это все на рисунке, как он будет развиваться дальше. Барабан, который выходит из крыши, у меня оказался немножко пропорционально излишне большим. В принципе, я справился с этой ситуацией. К окончанию рисунка его вы можете увидеть, каким образом. И вот здесь я пытаюсь откорректироваться и стараюсь делать легкие штрихи. В принципе, это похоже на более-менее интенсивные линии, но если вы посмотрите на характер, на тип линии, то увидите, что они стремятся к идее штриха. Таким образом, чтобы посередине, например, линия исчезла, и она была более интенсивной где-нибудь к краям, ближе к краям. Это дает хороший, такой легкий эффект. А вот к такому вкусному сочетанию различных цветов одного цвета, сепии, да, мы придем в финале. И чтобы идти в эту историю, я приношу воду на мой эскиз. Так как я использую чернила, Винзор Ньютон сепию, то вот эта вот история, та, которую я принес туда пером, она размывается. И там, где она размывается недостаточно для меня, как я считаю, я приношу еще такие интенсивные пятна чернил. Беру перо, окунаю его в чернила так интенсивно и приношу на мокрую поверхность. Получается такой сильный-сильный эффект. Этот сильный эффект оказался слишком сильным для меня, и я вот вытер его салфеткой. Получилось плюс-минус то, что нужно. И сейчас я рисую по такой влажной поверхности. Если вы обратите внимание на то, как работает чернила, например, на куполе, они вот так вот растекаются в разные стороны. Мне этот эффект тоже не очень понравился, поэтому я более аккуратно подсушил лист и продолжил работу над ним. Стараясь идти последовательно по моему рисунку, обратите внимание, что я вот подчеркиваю тень образования, который лежит под крышей, обращаю на это внимание и стараюсь, чтобы плюс-минус, по возможности, мой рисунок старался быть более-менее законченным в любой момент времени. Плюс-минус, конечно, плюс-минус. Тут трудно соблюсти эту грань порой. И вот прорабатываю это снова все водой. То есть второй раз прихожу туда с водой, с кистью. На кисти краски почти нет. Там большей частью чистая вода. А тушь туда приходит таким образом, что я приношу сначала чистую воду, потом в нужное мне место ставлю такую точку. Вот пером, это мое перо-звездочка. Ставлю точку, и тушь от него растекается по увлажненной поверхности. И это дает такой симпатичный классичный эффект. Стараюсь, чтобы те углы, которые у меня на моем рисунке ближе ко мне, ближе к зрителю, они были более интенсивные. Те, которые чуть подальше, стараюсь, чтобы были менее интенсивными. И тем добиваюсь вот такого вот интересного эффекта разнесения всей этой структуры в пространстве. И пришло время продетализировать всю эту историю, начиная с того, что
показываю, что вот вся вот эта вот история в деталях, она состоит из бревен. И в этом мне помогают торцы бревен и вот эти вот штрихи, которые показывают направление этих бревен. В принципе, о бревнах все. Там особо больше про них рисовать ничего особо не нужно. И вот я, скорее всего, ограничусь вот этой вот историей. Штрихи, которые образуют бревна, я стараюсь носить минимально легко. Для этого нужно стараться держать перо на максимально расслабленной руке. Иначе будут такие очень тяжелые, очень странные линии. А если ваша рука расслаблена, то все работает очень хорошо. Прохожусь вот таким штрихообразованием по всей плоскости, по всем плоскостям вот этой вот церкви. И подчеркиваю тени под крышами. Стараюсь держать рисунок равномерно проработанным, чтобы можно было отойти в любой момент, и плюс-минус он был бы законченным. Это, мне кажется, такое правильное направление. Особенно оно хорошо в скетчинге, потому что ты не знаешь, когда ты сможешь отойти в сторону, когда там ситуация заставит тебя остановить рисунок, и неизвестно, сможешь ли ты его довести до финала. И это очень относится и к скетчингу в путешествиях, и к проектному скетчингу, потому что ты можешь сидеть где угодно и делать свою идею. И хорошо бы, если бы в любой момент ты смог отойти, и у тебя было бы все окей. Плюс-минус было бы все окей. И вот я прохожусь по той же самой истории бревен, но уже с Waterbrush. Это тоже такая водная кисть, в нее налита вода, тоже чистая вода. И я чуть-чуть размываю эти штрихи, которые у меня были нанесены, как мне кажется, слишком интенсивно. Вот так это все работает вблизи. И вот так все выглядит с моими аксессуарами рисовальными, да. Продолжаю детализацию. Немножко принес на аквабраш чернил, и вот они уже рисуют более интенсивно. И вот сейчас, смотря видео, мне кажется, что я пошел в такую историю такой очень контрастной работы. Свежим взглядом глядя, я бы постарался, наверное, сохранить ее в более легком варианте. И да, понимая это, я подумал, что мне нужно принести какую-то атмосферность. А атмосферность, ну, принести можно тоже таким образом. Большой кистью промазываю поверхность, которая предназначена для неба, и прохожусь там, вот приношу туда кляксы сепии и размазываю эти кляксы кистью. Не сказать, что прям превосходный эффект получился, но в принципе ничего, он оказался хорошим бэкграундом для текста, который я вот сейчас буду наносить. И этот текст — это то, о чем вот этот вот рисунок. Это церковь Святой Троицы в Антарктике, и это такая прям очень интересная история. Ну, кому интересно, вы почитайте, что там написано, и, может быть, это будет любопытно. Идея текста очень, ну, на графике мне очень близка, потому что это типичная ситуация для проектной графики, когда ты делаешь какой-то скетч, ну, иллюстрирующий твою проектную идею, и добавляешь к нему какие-то описания, что ты имел в виду, какой это разрез, какой это вид, почему это вот здесь вот так, а вот это вот так, где какая логика. Ну, а в творческом разрезе скетчинга вот это выглядит как иллюстративно-описательный момент, который к тому же и остается декоративным, потому что блоки текста — это красиво. И когда текст пишут пером, то это все равно получается очень симпатично, даже если написано, может быть, не очень аккуратно. Проговорю немножко про мое любимое перо «Звездочка». Это перо номер 11 из такой советской эпохи. И я пробовал разные бревна, и не сказать, что я нашел что-то более превосходное, чем перо «Звездочка». Поэтому я его постоянно использую, везде с собой вожу, и студенты, которые приходят ко мне на курс, они тоже работают звездочкой, потому что она превосходна. Вот я немножко полетаю над всей этой структурой. Посмотрите, как работают чернила, как работает штрих пера, как работает бумага и вода. Ну, такие удивительные эффекты. Мне очень нравится.
Если вам хочется понять эту стилистику, повторить ее, то берите тоже вот эти вот мои материалы, которые я обозначал, и пробуйте делать копию этого рисунка или интерпретацию этого рисунка на каком-нибудь своем объекте. И сверяясь с моим видео, так можно пошагово, пробуйте вариант, вариант, вариант. Это как фитнес. Мы делаем подход, 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 и это прекрасно работает. Тогда будут результаты. Если мы делаем одну-две попытки, а ничего не получилось, то это и ни к чему не приведет. Потому что в спорте невозможно подойти и сразу же сделать там сложное упражнение. Нужно тренироваться. Точно так же и в скетчинге. Чтобы получить хорошие результаты, нужно практиковать. Смотрите у меня внизу в описании под видео другие плейлисты по рисунку. Пробуйте тоже. И всем чао-чао. Меня зовут Кичигин Эдуард. Пока-пока.